Идем по красной дорожке. Вот это пог. Ну, конечно же, мы не берем наушники, и свои наушники мы не даем. Кстати, я вспомнил, что на Нике была точно такая же хуйня. Да. А я положил свою вторую пару вместе со всеми девайсами, их просто не взяли. Я говорил. Ну да, потеряли. Я говорил. Мага, ты лучше так во время игр говорил. Да, говорил ему, сейчас это, сейчас то. Так я вам все говорю во время игр. Вот я Мире говорю, когда он умрет. Как, ментально? Нет, я ему говорю, когда он умрет, он умирает. В 6 секунд умирает, спасибо, Мага. Итак, у нас сегодня матч против Outsiders, матч в верхней сетке. Важный матч для обеих команд. Для нас важнее. Думаю, что наш принципиальный соперник. Победа или смерть. Будем стараться выиграть. Шанс у нас хороший. И подготовка тоже. Мы где? Мы на складе? Yeah, we're waiting here for the game of Team Spirit versus Outsiders. I believe that Team Spirit has got this comfortable 2-0. Easy. No punish for that at all. Yeah, and you got to be careful too because of the Silver Edge as well. That break, very good. Dispose brings him down low. GPK, he didn't stand a chance. No, All right, they got what they need, and now he's X to pull back in DM. He misses his chain. Everything is falling apart for Outsiders in the last couple minutes here. Nice grave. Mira, safe for the moment. DM, BKB running down low. Yamich, they're right on top of him. Toronto Tokyo kills another. But can he find anything else? Yamich almost gets him, but it's not quite there. Get the Yule Scepter, the lift up. Toronto Tokyo throws out the Remnant, gets the kill, dissimulates away, and Ramses the vision that Spirit have. Hex already out from Dazzle. GPK, BKB catching Maposhka. Grave is there. TP's out. They have Refresher round 2, but Ramses, he's dead once. They got Hakoda. Can they do it anymore? DM, he's a menace in the backlines. Toronto Tokyo gets the lift up, but can't escape. And on the other side, Yataro wants to get on top of a couple more of these targets. Collapse is doing so much. Mira pulls him back in. Can they bring him down in time? It looks like they will, as the bash is there. Ramsey's in trouble. No way out. Oh, he's going to save his winning for some of the more important targets. But here we go, back in the real game. Snowball right on top. There's the Hex onto 2. Toronto Tokyo follows up. There's the turn onto Yamich. Dead again. The boats come down. Yataro tries to back away. He's slowed. The Grave is there. Has to turn to fight. Has to do something here. The Hex onto a couple from the low ground. Collapse is doing some good damage. But the Torrent there for the lift up. Yataro tries to back away the Enrage, but it's not enough. Всем привет! С вами снова вечерняя аналитика вместе с Ярославом Мипошко Найденовым и Ильей Мулищуком, и с нами наш специальный гость Мирослав Колпаков. Спасибо, что позвали. это... Ты же сам попросился. Сань, ну вот это уже после мог сказать, но сейчас же камера снимает. Ну что ж, давайте начнем. Накануне у нас произошла серия против Virtus.pro и иначе Outsiders. Что в целом, Мира, ты можешь сказать по поводу этой встречи? Было ли легко или было тяжело? Ни в коем случае, Ярик, это не было вообще легко. Это была тяжелейшая серия для меня морально и в игровом плане, в ментальном плане. Особенно первая карта, там вообще не пошло, там я чувствовал себя максимально некомфортно. Вообще по всем ощущениям, там, не знаю, физиологическим я сидел, у меня было дико вот холодно. Я играл на Марсе, как будто у меня 1003 ПТС. Может быть, 3500. У меня еще был бинт, который у меня нету вообще нигде, но почему-то на этом, пока у меня стоял бинт, который мне мешал играть, прыгать. Каким образом? Потом немного снял. Ну, знаешь, когда ты возьмешь прыжок на Марсе, и ты не должен вот нажимать еще подтверждение на то место, куда ты хочешь прыгать, а он просто уже прыгает сам, когда ты навел туда. И вот опустил вот клавишу, да? Знаешь такой бинт? То есть у тебя есть подтверждение? У меня его нет обычно, но оно было. А поэтому прыгать не мог, Ярик. Понял, да. Ну, драфт у нас был, я считаю, достаточно играбельный. Вот. Илюха играл на своей сигне 1500 игр. Ты вот играл на своей тоже сигне, Дазле, да? 5 игр. Мага на Вайпере своим сигнатурным, и я на Марсе. Но, очевидно, все наши сигнатурки. Вот в целом, мне пик наш больше, мне кажется,
был больше победный, чем вражеский. У них там какой-то небалансный пик без стана, без пуша. Но фактор такой средненький. ТБ. Согласен? Но там вот Рамзес на терраблейде, конечно, поддушил. Короче, драфт хороший, если не допустить то количество ошибок, которые мы допустили. А то количество ошибок, которые мы допустили, является недопустимым для этого драфта. Я полностью согласен с вашим коллегой. Они взяли неожиданного Тимбера на 6-7. Можно я быстро скажу? Тимбера мы не конечно, ждали, они его конечно, взяли, пиздец. конечно. Они получился. взяли 6-7 Да. Тимбера, мы Красный, думали, ага. они возьмут его 15-м, правильно? Нет, А как мы думали? вообще не возьмут, потому что мы бы его потом забанили. Потом бы мы забанили, но мы не забанили, потому что он они его пикнул взяли. 6-7, все, на этом игра закончена, Тимбер... Но мы думали, Тимбер что был это хорош. даже, в общем, был не такой хороший выбор, потому что они Конечно. не забанили Да, Вайпера, но мы а его допустили взяли. большое количество ошибок, Тише, поэтому мы тише, проебали. Я просто слушаю это уже 10-й раз. Мы записываем 15-й раз. Текст вообще по-дебильному написан. Можно уже закончить, Ярик, эту сцену и перейти к следующей? Короче, почему проиграли? Какие именно ошибки мы допускали? Фидели лишнего. Так. У меня не было бинда, я в топ прилетел, пытался убить Диму Сларка, а он меня на вот развороте как ёбнул, я умер сразу. У меня уже был не на когда прыжок, я пытаюсь его нажать выйти, а оно как-то не выходится. Я умираю. Было дело, было. Вот, и Илюха такой, какой же ты... Ладно, похуй, играем. Этого не И было. лучше бы я один стоял, да? Ну, лучше бы реально один стоял. Лучше бы ты не прилетал, бро. Я помню, одна была драка, когда они на кого-то напали, но там вышло так, что ты подстанил кулку, Илюха на него прыгнул, Убил. Убил его. закусил его. Да, мы там камбэкнули мы файт, убили они кулку. подставились на вижене. Да, это было прям под Рошаном. Вот мы убили кулку просто на фри. И такие, давайте, бежим. О, кастрюля. Это же просто фрикил, ловите ее. Это я помню, но я говорю о том, где мы могли выиграть нашим пиком. Когда мы взяли вот Аегис и Такое тоже было. Ярик, Смока Ярик, побежали там- по миду убивать Тимбера опять же. А. ПТ-2, бежим, Помню. степ. Я Да. вообще в лесу бью свою Тогда линзу. у нас было Егис. Но тогда, когда мы нападали на кастрюлю в тройке, там у ТБ было Егис. Если бы мы еще раз играли эту же самую карту, были те же самые герои в первой стадии, то мы бы уже во второй стадии забанили вместо Джаггернаута Терраблейда. И я уверен, игра бы была еще проще. Да. 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 Я полностью с вами Да. солидарен, Yes. Ярослав. Down bottom, they're going to find a code to kill off that, so they do get a little bit of turnaround. And GPK shows up. Ramsey's TP's in. Is this going to work, actually? He held the lasso that entire time. Razor dropping low. GPK dies to him and collapses. I want 5 Barely tips. getting away. Where's the tips? I want they gotta 5. come out soon. Ramsey's pops the ulti. Wants to find anybody at all, but is it going to be enough? No! Smoke up. Everybody from Outsiders heading over GPK. He spots everybody but the Avatos, and then the roll right on top. Yamage pulls back one. GPK, BKB down, but Collapse has him linked Here up, comes and DM. back and forth they go. DM, I don't know if he can do enough here. He gets bashed, he gets stunned, he Uh-oh. doesn't have a vacuum. Oh, it feels bad to be a Darks here. Feels real bad. As they chase up the high ground, Mira finds another ultra kill for Yadro. Do. Gets a little hit. Vacuum, wall, onto Yadro. Do they go for any more? Toss back, they have the control. It's onto one, but do they have the damage that they need? The normal punch comes out. They have the dispose, but no! He gets pulled out. Yimage chasing. Yadro gets away under that grave. They have the leash on Toronto Tokyo's kills. roll, Yeah, though. He doesn't have any way to get out of that. Oh, it's so painful. It hurts real bad. Meanwhile, Mira gets punched again. Have the ion shells on him, burning to death. Yadro's coming back. Bit by bit, can they get him? Yadro runs forward, finds GPK, kills him. They have buyback in a couple of these different heroes if they need it. Вторая карта, значит, на что тут сразу можно обратить внимание. Идеальный пик, Да? Идеальнейший драфт от нас, от ВП. идеальные баны, идеальный пик. Подожди, мы слева или справа? Мы слева. Ты вообще сценарий читал, блин, мы тут просто так что сидим. Да, Ну, идеальный кстати, игра драфт. была нифига не очень простой, даже с таким вот аутдрафтом они достаточно хорошо играли, сплитили. И Это довели- фактор Фуриона. И довели игру до той стадии, где они могли дать хороший файт, Да. в теории. Там Фактор как-то на Фуриона. скилле. Это значит, что они очень сильно сплитили нас по карте. Мы забрали Аегис, но они не давали нам закончить, потому что пачек попросту не было. И у них намного лучше кэч по карте, у них есть Бэтрайдер, Марси. То есть им намного проще было передвигаться по карте в макро-понимании. Но нам было проще именно играть первую половину игры, забрать Аршана и закрепить доминацию. У них очень хороший драфт был для сплитпуша. Вот, поэтому игра затянулась, в моем понимании, настолько долго. И еще одна причина, то, что у меня нереально мерзли руки, я не мог отводить иллюзии, и я играл без кофты. Но я Ловил эту каждый ошибку лассо. ловил каждый лассо. Ну, это я так. Ошибки я исправил, вот, Учел, поэтому, да. да.
как уже подметил Илья, у них действительно был хороший сплит-пуш, а вот наш драфт как раз не был достаточно хорош для того, чтобы этих сплит-пушеров чертовых ловить. У нас был хороший тимфайт, у нас вот, знаете, вот пик такой, что вот мы 5 на 5 встретимся, ну мы их того. А вот они поэтому как бы и не хотели с нами драться, они что-то бегали там туда-сюда, крипочков там пачкой убивали, а потом бэтрайдер прыгал, и мы немножко подставлялись. Я бы отметил, что еще играли они очень хорошо, то есть, скорее всего, знаете, какая-то другая команда, они бы просто поставили линии, потом бы где-то допустили пару ошибок и не смогли уже так хорошо катать нас по карте. Не терялись они по карте. Это очень хороший у них был подход к этой игре. То есть видно, что у них был четко структурирован план. Также, наверное, стоит отметить, что все-таки в лите мы были сильнее, как эта игра и показала. И ПЛ немножко всех Убил. затыкал. Убил Да. всех, да. В целом можно и выделить плюсы Фуриона, что он может игру затянуть, но выиграть вряд ли сможет без какого-то сильного второго фора. Тяжело ему. Он как да. хардкерри не самый сильный в игре. Во второй игре, несмотря на то, что в какие-то моменты они находили свои плей, спушили нам 2 сайда, имели плюс-минус хорошую ситуацию по нетворсу, там мы вели около 5000 или там было около 0 иногда. Я думаю, у них все равно не было шанса выиграть, мы это понимали. У них все равно был пик недостаточно хорош, чтобы довести игру до победы. Поэтому мы были почти всегда уверены, что мы выиграем. Just still there, and a couple quick D wards from Collapse. Are they going to chase this Razor? Cookie get a little bit of Still has play, but BKB. the hook shot on the other side. They find this Skywrath Mage and going to bring him down. Coil now onto GPK. Ramses tries to escape. It's a Soul Guardian, but not that far away, but it's enough to get some separation. GPK isolated the Hex he's back from up. the thing, but the force stab. Chase down, looking for more. Yadro, Cookie, Yo, in, Mira's a couple so sick. more punches, but the grave is there. GPK, he's got to run away. Can he get out? A couple more round right clicks, and he will fall. Oh, Mira. DM jumps forward, tries to find him. Where's the damage? Do they have enough? It's not there. Yadro turns around. The Satanic is out. It's way too much. Dead on the Beastmaster. GPK just can't find his target. Can't get the angle. Not nearly enough, and GG is called. Обратим внимание на драфты, здесь мы решили уже немножко симпровизировать. Взяли Удивить соперника в первую очередь. Удивить. Новым утроспиком, Застать чтобы их они врасплох. подумали. Да. Саня предложил эту идею, что давайте возьмем на ферспик Пака. Это сработало. Тут-то они и попали, Серик. Конечно, Ловушка захлопнулась. Со своей темпларкой. конечно. Они взяли 6-7 темпларку. темпларку, а там сразу ждет их герой. Бабуля, да, с печенками. Конечно. Решили мы немножко поменять наш подход к пикам и вот, собственно, взять ферспик Пака. Ожидали мы от них в какой-то мере темпларку. Ну, в какой-то мере. В большей степени, я помню, ожидал от них ответ в Spirit Pack. И мы уже Spirit Sky. Ой, да, в Spirit Sky. Но они взяли темпларку, ну, и мы не растерялись тоже. Добрали Да. бабку. Этот драфт был у нас плюс-минус импровизированный. И мы уже где-то хорошо просто давали баны, подстраивались. Ну вот, допустим, как ты можешь прокомментировать 16-го этого 16-го клока вот для себя? Клокверк, для себя. Да, я вот просто помню такую историю, что... вот на КВ, кстати, я чела ебал. Можно и сейчас пикнуть его против Дазла, и будет нормально. Ну да, так и Была было. такая логика, Ярик? Конечно. Ну как, Вот. там была чуть-чуть другая. Мы, во-первых, не ожидали от них 15-го Дазла, потому что у них уже был Скай, а Хакода преимущественно играл на этом персонаже. И Дазл был чуть-чуть неожиданный. Да, они не загнали на самом деле себя в рамки. Флекс был, конечно, хороший, но Ну, провалился. скорее в целом, минус для них. это не их комфорт, Да. на наш взгляд. Ну и мы взяли... Я изначально уже предложил типа Клокверка Разора, еще когда мы банили героев. И я был в этом очень уверен. Нельзя подметить- Разор тут уже хороший был пик, на мой взгляд, который против Темпларки хороший герой, Скаймак ему тоже ничего не делает. И против Дазла на линии хорош с Клокверком. Ну, Дазла-то мы Ну. еще не видели, а Клокверка мы просто подкрепили этого Разора. И В смысле, если не- что, мы не видели. Это 15-й Я Дазл. имею в виду, я предлагал Клокверка понял. Разора еще до Мгм. пика Дазла. Да, да. Вот. А Клокверка мы просто его немножко подкрепили, чтобы у него была неплохая линия. И я еще предлагал Мире, что если они возьмут какую-то милишную четверку, как, собственно, и предполагалось, за место Дазла, то я бы просто пошел в хардлайн против Скаймага, а Мира на бабке бы эту милишную четверочку, Подразъебал. да, Да, но разрядил они- мне пару пушек там. Но Ну, нельзя не подметить хорошие баны, Ярослав. Да? Наши Баны хорошие все, то есть Максимально точечные. максимально Ликан, точечные. Чоск, Найт. Да, и что показал их Last Pick, на который они потратили 2 минуты. Да. Керри Даунбрекер. На ласпике они уже явно немножко Героям не растерялись. осталось, да. Растерялись. В общем, у нас очень хороший получился драфт. Ну, я еще могу, знаешь, что отметить? 15-й Бестмастер, мне кажется, был достаточно плохой пик. По моему вот мнению. Почему? Ну,
по моему опыту, Бестмастер в пака и Snapfire скорее сидит, чем сплитпушит и вот играет топ-лес, там его занимает, что-то еще делает. Он, скорее всего, будет умирать почти всегда фришно. Так и было. Да, мы его там не раз подловили. Да, и я еще помню, у нас было много игр, в общем, много игр Бабка Клок, где этот Бестмастер просто хотел умереть или линуть скатки. Их драфт был, ну, вот после пика Даунбрейкера мы сразу поняли, что их идея была в том, чтобы задавить нас на линиях и максимально засноуболить игру, забрать на первых... Ну да, такой чизовый немножко пик, засноуболить игру, забрать первых рошанов и как-то уже с преимуществом просто забирать, там, идти, там, пушить там, в сторону. Я думаю, у них на это и был плюс-минус расчет, на то, что ГПК в миде купит быстрый дизоль, они будут рошаны под бестом, снесут Т2, где-то нас подловят, убьют и зажмут на базе до нашего пика силы. Так и получилось, на самом деле. Получилось бы. Нет, так и получилось. Они забрали первого Рошана, пошли убивать Да. нас. Но игру им было очень сложно закончить. Я думаю, что знаешь, в чем причина такого, что В чем? так все пошло? Потому что у меня Терраблейд Керри, с которым я по итогу пошел на вот эту линию, купил Брасер, и я не участвовал в этой линии. Он получил 5000 нетворса на 10-й, купил Манту на минуте 13-й. И, в принципе, ну, а в целом ТБ против Темпларки имеет, мне кажется, свои много плюсы, плюсов, преимущества. У него Ну много да, брони, у него процентов манта. 85 в нейрейт. Ну да, скорее всего, он выиграет ее во многих играх, и поэтому нам было легко выиграть, потому что даже несмотря на их небольшую доминацию на старте, у тебя было все слишком хорошо, и этот матчап себя, в принципе, оправдал. Также стоит отметить, что на последний пик они взяли довольно неожиданную даунбрейкер, который Рамзес, я даже не знаю, сколько у него игр, и вообще играли ли они с ней официальные игры. То есть мы их, конечно, загнали в эти рамки. Ну, они себя сами тоже чуть загнали. Ну да, где, собственно, их, возможно, какой-то узкий пул и вынудил взять этого героя. Но вот если порассуждать, вот, допустим, мы бы оказались на их месте, кого бы мы смогли взять? Давай спросим у специалиста первой позиции. Согласен, Я тоже согласен. буду. Вот мы бы пикнули вообще первую позицию. Я считаю, что было бы очень рассудительным решением поставить Ланаю в мид и взять Так. Фейсела Войда, потому что он хорош против Разора, хорош против ТБ, всегда его выигрывает. Можно здесь играть в полуколора через Алибарду. То есть Мидас Алибарду можно купить, чтобы не умирать от Кайла и ульты бабки, и просто выпрыгивать. И твоя задача по игре будет это ставить хроносферу, Ланая бьет под бестом, Скайма культует. Скаймак ультует, а ты бегаешь рофлишь до минуты так 27-й, потом ты уже набираешь свой БКБ, МКБ, бабочку, и, в принципе, ты уже кор. Это был такой рисковый пик, потому что они думали, что они выиграют линию против Клокверка Разора. Но мы их там с магом Ярик чуть-чуть переиграл. Да. чуть-чуть их мы там переиграли. Мне убили. кажется, в И принципе, все матчапы с Разором, против Разора, они требуют очень большой практики на разных героях, потому что это матчапы в большинстве скилла и твоего опыта на данных персонажах, на данных Да, матчапах. да. Вот, поэтому, мне кажется, это их и подъебало. Да, просто Войд, он бы эту линию поставил максимально спокойно. Ты нажимаешь на Разоре Сазик Линк, он отпрыгивает. Переигрывает крипов, фармит. В целом все. Вообще, они, мне кажется, не должны были идти в такую, ну, в типа чиз-доту, там пытаться сноуболить, пытаться как-то что-то по-быстрому выиграть с пермаэгисом. Мне кажется, знаешь, Более почему? быть размеренную доту было бы все-таки понадежнее Не сыграть. знаешь, почему они так сыграли? Ну, я думаю. Так. Нервишки нахуй сдали. На очке, правильно? Да, конечно. Не, просто нервы сдали. Нет, но Так, все же вот конечно. на очке. Ты уже боишься пикать, потому что думаешь, что ой, нет, жадно, нас накажут. Возможно. Если, кстати, перейти к игре, там произошел один интересный момент. Возможно, вы помните. Вы же там все-таки играли. А ты про момент, когда Ланая прыгнула на Разора? Просто с языка снял, да. Давайте чуть-чуть обсудим это. То есть, вообще, насколько это порешало. То есть, это выглядело очень тупо. Он же просто прыгнул, дал тычку, там даже с полна урона не хватало. Мне кажется, знаешь почему? Стал АФК и умер. Ага. Почему он прыгнул? У него было ДД, то есть у него отсосал Разор. Был кристаллис еще, то есть Да. он понадеялся все-таки на Он крит. понадеялся на крит, то есть А там урона у выпал него было мисс. достаточно, но там алибарда, мисс, и в итоге прыжок не оправдал себя, но Прыжок даже веры если не бы сработал. он не прыгнул, то есть это уже был прыжок последней надежды, так сказать. Если бы он не прыгнул, ничего бы не изменилось. Я тоже так считаю. То есть, уже вот в тот момент, когда это произошло, игра уже была полностью под нашим контролем. Не стоит винить Данила. У всех бывает такое. Было очень интересно сыграть два СНГ-дерби подряд. Вот. Особенно СНГ-дерби, когда мы играли за слот на инт, грубо говоря. Ну, так и есть, так и было. Вот. Но все-таки порешал наш опыт, согласен. Наш опыт порешал, и мне кажется,
У нас было меньше нервов, меньше все-таки Да, уже да. под третью карту ошибок, мы были более... Нам как бы, ну, и на 8-й карте можно Да, играть нам за день. плюс-минус похуй какая-то карта, а они что-то, конечно, были подуставшими на последней, так что это тоже был наш плюс. Да, Дерек, мы были рады? Да, я был капец рад, я даже чуть-чуть всплакнул. я тоже. Скажу по секрету. Да, Ярик мне плечо тут вообще Да, намочил. то есть это была очень важная игра. Да, то там есть, пиздец. ну, для каждой команды это означало сразу уже путевка на Инт. И, собственно, ни у кого в нашей жизни еще не бывало прямого приглашения на International, даже у меня. Даже у И тебя. Даже у тебя, Ярик. И было очень Такого. приятно эту путевку получить. А не просто получить, а завоевать. Да, именно не пройти там на лаки как-то по очкам, а именно достичь своего. Не как некоторые будут команды, да, получили свои инвайты, Да. а честным путем. Честным путем играть хорошо и выигрывать доту. Сегодня мы играем со стороны верхней сетки. Что вообще ожидаю от матча? Ну, мне кажется, вот если составлять тир китайской команды на этом турнире, то я бы поставил Астер на второе место, потому что, ну, вообще они, может быть, даже борются с вождением за первое. И на самом деле матч, мне кажется, будет очень трудным. Я думаю, у Астер сильная сторона — это то, что они хорошо играют в мидгейме, они очень быстро играют и темпово, и у них довольно хороший пул на всех позициях. У них очень много героев за этот турнир, так что будем еще ловить их на этом. Я ожидаю точно либо 3 карты, либо 3 карты. I can't believe he grabbed him after tumblers. Tries to jump away. Monet looking. The silence. The coil. It snaps. Collapse shows up though. Hard to fight into a Razor with Toronto Tokyo nearby. Taunted. Trying to get in. Monet dodges Mischief. It's not enough. Mirror's in a nice spot to break the smoke. Collapse over on the high ground too, and Aster does the long wraparound. They pull back. TA toss her over to the range creep. BKB used. Maybe now they can make it work. But the lift, they find the Monkey King. Pull them over, brings them down. Monet needs to just TP out. There's no way. There was no escape from that one. And with 2 dead, I mean, Team Spirit, they might just go for more. He's got 161 damage. Oh my god. Smoke up together with Aster. There's nobody All right. blocking the way. This could work for him. Darkseer's time. Can they do it? Ori moves on in, scouts the Look at the Roches low. spread. Bobica, they find the silence right at the start on all 3 of them. Monet, he's linked up. He's in trouble. Got to get the heck out of here. H is down. Yadaro gets it. And this night could not have gone worse for Aster. Oh my god. And now they find the puck after the fact. Caught, phase shift, does he escape? No. Перейдем к матчу против команды Астер. Китайский коллектив, очень серьезные ребята. Я вообще их максимально уважаю, респектую. Я считаю, что вот они для меня были на уровне, знаете, вот какая команда была Вичи. Кто у них играет на пятерке, Эрик? Да я откуда знаю. Команда для меня, как мне казалось, очень сильная. Уверенно играли они. То есть мы встретились с ними в группе, сыграли 1-1. Матчи были Тяжелые. очень тяжелыми. Мы выиграли там максимально с трудом, проиграли вообще в салат. Они выглядели очень уверенно, что, собственно, даже и сказалось где-то на коэффициентах. То есть мы были таким легким аутсайдером. Давайте к драфтам. Аутдрафт. Полный, просто полнейший в первой карте. Да? Бесшансовый в сопли. Что, Мира, вообще Итак, скажешь? они из необычного нам отдали ФП Разора. Да, мы не ожидали, что они так пикнут. Правильно? Скорее всего, они нам Чуть-чуть не хотели ожидали. бы отдавать Как мы Разора, ожидали? нет? Ну, я бы, знаете, как сказал. Но мы сделали очень хорошие баны, на самом деле. Там вот Айрат у одной вот СНГ команды подпиздил баны. Это не знаю, короче, подпиздили мы баны хорошие против Астер. Виверна Дазл. Вот, это их сигнатурные саппорты, которых не очень любят брать в первой стадии, хорошие против наших ПП-героев, против Тини, Разора, против всех. И они были вынуждены пикать Тини Пака, что уже не так сильно, как бы, да, если так подумать. Неплохо. И Саня просто начал батарать войск как сумасшедший, пикните мне ВС, а я их просто вот разъебу. Так и было. Там пиздец. Просто вот Наушники крик, пришлось снять. я выскинул сразу свои наушники, мы пикнули ВС. Да, бабка это был такой не самый плохой пик, но не то чтобы их комфорт. Хотя, как сказать, самыми первыми 2 банами мы их уже поставили в немножко невыгодное положение, как я считаю. У них не такой хороший пул на пятерке. И они взяли просто бабку, с которой у них были игры, но их мало. И они в какой-то еще мере ее забрали у нас, потому что они опасаются миру на бабуля. Да, боятся. Нам пришлось вскрыть наш козырь, потому что считали, что соперник хороший. Это Чен, на котором у меня приличное количество игр. Ну, там
1005, как мы уже однажды говорили. Я там знаю от и до этого героя, все крипов, идеальные там ситуации, пиздец. позиции, ауры там туда-сюда. Ну, в общем, пришлось использовать козырь. К сожалению, так рано, но что поделать. И во многом мне, кстати, помогал тренироваться на этом герое наш новый аналитик, о котором был не так давно анонс. Это Сикл, Денис. Это не человек в хорошем смысле, это Чен, ну, в реале. То есть, Это робот, это машина Да, обучения, это просто вот нейросеть, вот, которая Чена, в принципе, придумала. да, то есть вот знаете, когда герой Чен вышел в доту, он уже знал, что он будет на нем играть. Когда он еще даже в доту, наверное, не играл. Ну Да. и дальше мы пикнули просто Рубика. Мир рассказал, Что тут фришка для Рубика? да, в любой непонятной ситуации мы берем Рубика, и это продолжает работать. Дальше они пикнули Манки Кинга. На драфте не было четкого ощущения, что вот мы как бы их аутдрафтим. Но потом появилась Луна. И, честно сказать, я ее брал с максимальной неуверенностью, но как без доверия в команде, или где-то я доверился. Он сказал, давай эту парку я в соло затащу. Они пикнули Дарксира, но тут-то они и попали в ловушку. Ловушка захлопнулась. Чем-то в Дарксира это нифига не так просто, как кажется. Это да. По ходу всей серии мне казалось, что эта игра какая-то не настоящая, Что это если по честно. фану? Да, потому что, то есть, ну, меня не пришли ебать. То есть, ну, в прямом смысле. Что обычно происходит. Что Нету обычно 5 героев происходит, на да. лице, вышку тебя ломают, Да, леса Пак выгоняют. ни разу не пришел ко мне, что тоже было странно. Я что-то стою, 5500 на 10, я такой, ладно, будем дальше играть. Руки замерзли нереально, кстати, это вообще какой-то Опять? шок. То есть ты не исправил ошибку с Нет, предыдущего я матча с Pro? исправил. Я исправил. И- После первой карты. После первой карты. Я просто забыл, Ярик, большой перерыв. Что ты хочешь от меня? Я старый человек. В общем, игра протекала полностью под нашим контролем, но в один момент что-то чуть-чуть пошло не так. Я вот точно не помню, как вообще все началось. Может, Мира, ты подскажешь? Какой-то дикарь справа сидит, который просто на меня смотрит, как будто меня убить хочет. Мне кажется, мы чуть-чуть спасивничали, когда имели такой перевес. Ну, могли их просто убивать, там Тини вообще фармил под нашим Т1 6 пачек подряд. Было такое, Под да. нашим Вот, а Т2. мы вот в это время вот бьем кэмп соседний. Я такой, мы можем? Ну, убить их, пожалуйста. Мы сильные достаточно, чтобы убить их. Вот, и в какой-то момент мы вот нервы сдали. Я такой, блядь, ладно, сам все сделаю. Прыгнул, поднял, меня убили, всех убили, минус 4. Файт проебали, чуть не дали им камбэк. А потом мне сказали, бро, чиль, все окей, мы уже почти выиграли, все хорошо. Я такой, ладно, давайте пятером. И мы выиграли игру. Ну, в общем, игра-то была хорошая, но были ли вообще какие проблемы в первой стадии игры, на лейдинге, все такое? У меня лично не было. У меня было все прекрасно, волшебно. И он? Я сломал вард. Я сломал вард. Я ему сломал потом еще один вард. Вот, получил килл, мы там сделали ФБ с магой, все было классно. Потом я улетел в топ качаться, там была фрилиния. Я настакал темпларки NGA и улетел в топ. А кто убил нас тут? Мага, как дела вообще? У меня вообще вот в первой игре просто замечательные дела были. Меня сначала бросили, я умер. Потом я прилетаю, смотрю, мира нету, такой, ну, я не знаю, просто я им говорю, короче, парни, ну меня сейчас убьют. А все говорят, типа, да ничего, потерпишь, типа. Меня уже начинают убивать, я говорю, парни, может, такое нажмете? Они такие, не, там, что делать? Я говорю, делай, что хочешь. Я такой, ладно, Сам это делать, сам все. выкручивался. Fine, I'll do it myself. И всех убил. Да. Ну, как всех, двоих саппорта, потом сфидел кору в соло. Но Не, на самом деле я мог там не умирать, просто я Он такой мог не подумал- умирать, но умер. Не, я подумал, типа, ну, че их отпускаем, типа, Ну, они этого заслужили. Так, в общем, значит, большое спасибо Магомеду за его такой комментарий. да. Вы свободны. Шпион. Шпион. В общем, мини-история про вообще вот игру, когда Ярик на чене. Я четверка, но я не четверка. Я и пятерка, и четверка, и, блядь, Иисус Христос, и все в одном лице. И Коля. Я шестерка, Мира, ты я должен шестерка. купить все варды, я должен все заревилить, я должен все принести, все смоки нажать, все переложить, все сделать, потому что Ярик читает, что делают, вот крипы в лесу стоит. Он читает, что дает какой крип. Читаешь шпаргалку Сикла, Да, знаешь, да, на так, ботинке. Так, что тут нужно взять? Блядь, ага, вот это все. Идет, собирает вот зоопарк 5 минут, потом выходит, я готов, уже все сделано, вся поляна постелена, и потом мы идем в пятером уже драться. Играть не весело, если ты четверка и хочешь пожаднее сыграть, потому что ты не можешь. Во второй игре это было еще более ярко. Значит, тебе было некомфортно, ты считаешь, да? Находиться в игре? Пиздец, как некомфортно. Да. А значит, что тебе я сейчас могу сказать? Значит, смотри, я прихожу на линию, я должен подумать, какие мне нужны будут крипы потом, сейчас, какие есть, как засекьюрить линию, стакнуть, могу ли я помочь прийти на руну, прийти в топ, прийти в мид, посмотреть за ресурсы, дать кларити, дать там маску, потом еще
Кадрецкий, там Хивец, все дела. А почему ты вот просто берешь и скидываешь все варды на базе, говоришь, подбери, пожалуйста, я не могу поставить. У меня лапки, я чен, я не могу ничего Так у тебя поставить. ты рубишь. Я не могу керри смока, у меня нет слотов, я ничего не могу. Я могу только вести, выбрать всех юнитов и идти вместе всей кучей. Главная особенность ограничения, что ты очень медленный. У тебя как бы еще и бегают такие микрочелики за тобой. Твоя микросемейка такая, да? За которой ты должен нести ответственность. Ты не можешь их просто взять и бросить. Ты должен вместе с ними бегать и как бы их оберегать. Поэтому ты не можешь пойти какой-то хороший вард поставить. Ты не можешь пойти и просто так там зоны какие-то почекать, девардингом заниматься. Поэтому я говорил, Мира, отрабатывай. Я Отработал, просто бросал варды на землю, он подбирал. Ярик, ну, кстати, вот вардинг, могу заметить, в моей игре это был, ну, в этих типа, двух играх был неплохой, мы там все видели. Твой? Да. Я согласен. Вардинг был так-то Ты солидный. был действительно молодец. Will actually start shifting in their favor. They get this Nog on the enemy side of the map to start cutting waves. The hook. Toronto Tokyo does have the jaunt away. Waited for the very last Bobika. second there. And, oh, the stomp. They waited for him. The sentry ward down. The hurricane back in. That's That's true. when you're really in trouble. Has the It is a BKB pocket. already. The coil is down. They connect the heal. They try and keep him alive. It's not going to happen. Too much control. The buyback from Bobika. They pop the song from Monet, try and link up Collapse, but he is still chasing, still hunting, finding targets left, right, and center. The Hex, it's not going to last long enough. As the chase is there, Maposhka trying to beat down the egg. So too will Yadro. They clean that one up. The Purge on the Death Prophet, and one No egg for 10 seconds. Exorcism not here for 40. This is a no exorcism fight Yadro, coming out on the map. the first one they find. The net is there. He's away from his team. Yadro in trouble. Silence trying to bring him down, and they get him. That's one time. Can they get it on the second round? egg is Do gonna they pop even out want to there? go for it? The egg pops right at the perfect moment. They have the Lotus, though, trying to bring him down. God. Avatos, but the Force tosses him back into the fray. Yadro down low. Sunder, but it's not enough to keep him all the way alive. Turns the fear. They try and bring him down, but it's not going to happen. Что было во второй? Она была чуть посложнее, правильно? Ну, там, так скажу, пик был не самый продуманный. Скорее, брался на ходу, у нас было секунды 3. Да, максимум. Во второй стадии уже как бы на 16-й Ну, пик. Бриз решили устроить там, да. Что ты делаешь, сын? Так, секунду, тут очень важные приложения. Кетчуп нужно ассорти зайти. включили. Зачем? Непонятно. Верни, пожалуйста. Кетчуп, да? Первый пик был, как и в первой игре. Они ответили чуть-чуть по-другому. Мы ответили тоже чуть-чуть по-другому. Решили, что... ФПшным раз. Нет. Решили, что давайте возьмем Чена, а то что они его не банят. Нужно им было сразу показать их место. Собственно, они взяли Феникса. Хороший ответ, как я считаю. И вот дальше пришлось импровизировать жестко. Мы очень долго думали над тем, каких героев нам нужно выбрать. Что я могу сказать? Ничего не придумали. Последние 5 нихуя. секунд. Почти. Я помню точно, что я думал о том, что хочется уже играть с Терраблейдом против Тини ДП. С Ченом как раз это тоже типа приятный матч. Плюс мы можем в какой-то мере этот пиком Терраблейда мы забираем его у врагов. А Терраблейд против Чена и Разора довольно хороший пик. Да. Поэтому Терраблейдом-то мы пикнули. Точнее как, были в нем плюс-минус уверены, но пиком Феникса они чуть-чуть нас осадили. Подъебали. Да. И у нас начали появляться жесткие сомнения. Потом мы придумали пикнуть Пака. Ну, короче, там, сложно там было, я помню, мало Короче, времени. сложный Нет, пик. Там просто сложный было пик 5 секунд до давался. пика, и мы Да. хотели взять кора плюс саппорта, но поскольку два наших кора такие, пикнем мне это, я на этом точно развиву, потом этого не будет, и все. И ты такой, ладно, хорошо. 16-17, пак ТБ, хороший распик. В принципе, такие, ладно, уже как есть. А действия выполнены, выполнены и всё. профессионалами, не делайте так дома. Вот. Ну, хороший ластпик Там, от них да. на самом деле Наги, но я умею играть против Наги, и поэтому все было очень Я, легко. кстати, стоит подметить, у него большой опыт игры на этом матчапе. Все проколил, все сказал, как это будет все выглядеть, когда надо драться, когда не надо с Нага драться. Мы все четко поэтому, в принципе, сделали, и все получилось. Я не знаю, почему в важных вот картах ты, Ярик, не решаешь пикать героев, которых я не пикаю полгода или год, или больше. У меня на нем всего матча 2 за последний год было. Это почему-то сработало второй раз. У меня была не самая лучшая линия с Разором, с Медасом без ботинка. Это было не очень приятно стоять. Я был первый левел на 4-й минуте. Я мог только стакать большой кэмп. Только большой кэмп стакать. Еще там бегают эти челы. Вот этот Феникс, Тини. И меня булят, пиздят мне в лесу. Господи, ты был первый левел на 4-й минуте? Ну, второй, может быть, уже был. Нормально. Второй, может быть, был уже. Бегают еще два вот этих вот Братишки, быка. да, вот эти Быка, бегают? Тини, Феникс меня хуярят ногами. Я ничего не могу сделать, потому что я Shadow Demon.
Ну да, камень огонь. И самое плохое в этом всем, что у меня 5 чен, блядь. И я все равно обязан без нетворса покупать блядские центры, девардить, вардить, стакать, ревилить, спасать. Боль игры. Фармить я не могу. Я прихожу в лес, там чен с тобой хуярит, кэмп один. Я не могу даже ничего съесть, там вообще ничего добрать. Но через боль и страдания я что-то там потом делал. Потом, правда, в самом конце плохо сыграл. Там, дабл-клик, дабл-тап, стоял. Немножко магнитом. Подозреваю, что, кстати, Монет подбежал в перерыве после первой игры и поставил мне этот бинт, чтобы я мискликнул и не спас Илюху, и у них был шанс. Но это еще будем потом по камерам проверять. Мы же как бы, когда играем, войс одинаковый, да, у нас там все такое, я там слышу вас, да? В каждой игре. Да. Нет, я имею в виду, что... Ну, короче, понял. Так вот, у нас там что-то с Илюхой, мы там стоим, я там что-то крепочков туда-сюда, а потом слышу, блин, я умер, ай, как же все плохо. Ну, там что-то с оффлейна, там, знаешь, доносилось. Да. В чем причины таких фраз? Это, кстати, было без сарказма. Это был максимально стоицизм. Ну, в общем, проявление стоицизма со стороны маги. Нас ебут, а мы крепчаем. Даже несмотря на то, что нас ебали вообще люто. Пришел еще Тини потом. Ну и Феникса убил на ФБ на первом левеле на первой минуте, на первой пачке. С руки. Просто запинал его в соло. Бывает, да, там. Мага сказал, да, вообще похуй, мне будет не даст, я пойду пятерной большой, ну, ты не постакаешь, я пятерной большой закачаю, и все будет нормально. Я такой, ладно, хорошо, пойду поздно первым левелом стакать просто большой кэмп. Стоялось нам очень тяжело, у нас линия плохая синергия, просто так вынужденно получилось, что у нас был разор Shadow Demon. У вас разор Shadow Demon, да, линия? Линия хуёвая, нереально, против, тем более, Наги, Last Pick, это очень хороший герой против разора, как по мне, на линии. Вот, шлешь иллюзии, птички летят, все летит. Все горит. Герой не сустейнит вообще такое. Стейбл тяжело, но мы как бы на стоицизме, на характере. Вы не унывали, на морально-волевых, да? На морально-волевых простояли, пожрали дерьма, потом побахали. Вот. Главное, что не сдавались. Так, Да. Илюха, вот знаешь, там вот, ну, мы же против Наги играли, она должна была, наверное, затащить ласпик, но поясни вообще, почему он не затащил? Всем привет, с вами эксперт Илья Мулярчук, и сегодня мы обсудим матчап Нага в ТБ. Нага переживает ТБ по нетворсу, пережевывает тоже по нетворсу, где-то на 5-7 тысяч в аверейдже. Она покупает Butterfly Skadi, потом Abyssal и Bloodthorn, она заканчивает игру, но в этой игре человек решил купить Аганим, что я считаю было крайней ошибкой, потому что у нас Shadow Demon есть, который пуржит эти сетки, у нас есть Terrorblade, которого нужно темпить, если ты не темпишь на Наге ТБ, то ты, скорее всего, проиграешь, и поэтому, мне кажется, это был очень плохой выбор, у него было очень много нетворса, но он не смог им воспользоваться. Давайте, значит, быстренько, ребята, еще подведем итоги в целом серии, насколько вам было приятно. Да, вечерний Что Ярик. Я считаю, что игра была очень веселая, то есть она была очень напряженная в первой карте, но вторая карта шла уже как по маслу, уже более уверенно чувствуешь сцену, публику. Кстати, знаешь, что я заметил Что? из вот таких вот особенностей этой серии? Что когда ты на своем ебучем террорблейде бьешь хоть что-то, у меня под ногами просто вся вот земля просто трясется от каждой твоей тычки. Да, короче, я стою, бью Т3, и я слышу вибрацию ебанутую, я уже думал, я с ума схожу. Я слышу тебя наушники тычки, да, тоже? Да, я перестал, бить. Вибрация закончилась. Я такой, ебать, это что, от меня нахуй? Какой же я просто вот огромный, да? Просто... Это вообще шок был, да. Это было приятное ощущение? Да, играть на сцене здорово. И с вами была вечерняя аналитика вместе с Ярославом Неплошко-Найденовым и Ильей Мулярчуком. И нашим приглашенным гостем. Смотрите, подписывайтесь. Кто он? Никто не знает.